Итак, да, наверное, для начала я быстро задам всем вам один вопрос. Сколько из присутствующих здесь на самом деле владеют криптопроектами? Поднимите руки. 1, 2, 3, 4, четверо или пятеро. Сколько из присутствующих здесь либо инвесторы или трейдеры, либо пришли, чтобы узнать про крипту? Поднимите руки. Так, уже больше. А сколько из присутствующих здесь холостые? Поднимите руки. Не стыдитесь. Так, осмотритесь. Теперь вы знаете, с кем говорите на автопати. Всегда пожалуйста. Редакция сайта Crypto.ru перевела для вас выступление Пола с канала The Crypto Factor, в котором он рассказывает про 3 мифа, которые тормозят ваши инвестиции. Пока мы не начали, напишите в комментариях, как вам прошлое выступление Пола. А если вы на канале впервые, то обязательно подпишитесь и поставьте лайк под видео. Итак, поскольку большинство из вас инвесторы или трейдеры, я считаю, что будет более полезным разрушить 3 криптомифа, тормозящие вас. Вы бы предпочли это, или чтобы я говорил о том, как мошенники обманывают криптокомпании? Что вы предпочитаете? Поднимите руки, если хотите услышать разоблачение 3 мифов. Поднимите руки. Да, очень много. Тогда так и сделаем. Представители криптопроектов, встретитесь со мной позже. Я расскажу вам несколько секретов, вы не хотите это пропустить. Так, перейдем на следующий слайд. А вообще, я даже не буду это использовать. В крипте есть 3 мифа, а я могу... Так, давайте вернемся назад. Неважно. В крипте есть 3 мифа, сдерживающие вас. И это будет противоречиво. Номер 1. Лучшее время для покупки крипты – это медвежий рынок. Вообще не так. Сейчас поговорим об этом. Номер 2. Технический анализ работает, не работает. Частично и то правда. Поговорим об этом далее. И номер 3. Покупка на падении. Вы делаете это неправильно. Начнем с первого номера, да? Как там было? Лучшее время для покупки крипты – это медвежий рынок. Нет, это не так. Это конец медвежьего рынка. Слушайте, медвежьи рынки долгие и жестокие. Что угодно может пойти не так. Проекты могут обманывать и быть обманутыми. Их польза может испариться. CEO может сделать что-то глупое, и могут быть разборки внутри компании. Куча всего может пойти не так в этот год или 2. Нарративы меняются. Даже солнечный свет со мной согласен. Зачем покупать на медвежьем рынке? Вам следовало бы покупать, когда медвежий рынок заканчивается. Вы видите текущие нарративы и тренды. Вы все еще покупаете дешево. Если вы покупаете на медвежьем рынке, то вы блокируете свой капитал, несете издержки упущенной выгоды. Если бы вы купили XRP несколько лет назад, да, то вы бы пропустили весь бычий рынок. Потому что вы бы пропустили нарратив ИИ искусственного интеллекта, так как наш капитал заблокирован. Я не говорю плохо про XRP. Я считаю проект отличным. Я просто говорю, что вы должны быть в курсе происходящего в крипте и знать, когда входить. Это первый миф. Вы не покупаете на медвежьем рынке. Вы покупаете, когда медвежий рынок заканчивается. Номер 2. Технический анализ. Слушайте, технический анализ работает. До того, как я начал заниматься криптовалютами, я обучал ТА техническому анализу в индустрии Форекс для Profit Point, образовательная платформа. Проблема в том, что информация, которую вы получаете из ТА на YouTube от инфлюенсеров и так далее, большинство из них не знают, о чем говорят. Они только научились ТА. И второе. Например, вы подписаны на ютубера, говорящего про ТА. Вы должны понимать, что ютубер хочет просмотров. Очевидно, я тоже ютубер, я тоже хочу просмотров. Отлично. Но поскольку они хотят просмотров и постоянно выпускают видео, они занимаются ежедневной торговлей. А большинство из вас не торгуют ежедневно. Большинство из вас инвесторы или, возможно, свинг-трейдеры. Стратегия, при которой трейдеры держат позиции в течение нескольких дней или недель, чтобы извлечь выгоду из краткосрочных колебаний цен на финансовых рынках. Занимаетесь долгосрочными сделками, и вы смотрите ТА на Ютубе, пытаетесь освоить технический анализ. В один день цена поднимается.
И, о боже, здесь сопротивление, мы падаем, и теперь у нас подъем. О боже, здесь золотой крест. И вы запутались. Каждый день все по-разному. Заголовки и обложки роликов заставляют вас паниковать. И вы каждый день, о боже, мне нужно покупать, мне нужно продавать. Вы не знаете, что вы делаете, потому что они занимаются ежедневной торговлей. И это хорошо для них. Они знают, о чем говорят. Но вы не можете поднять YouTube-канал на свинг-трейдинге и долгосрочных инвестициях. Я смог. Я пытался. Но я говорю о других вещах. Потому что 3 месяца говорить «мы в диапазоне», «мы вот-вот взлетим» — это более долгосрочная перспектива, но это более полезно для вас. Так что технический анализ работает. И кстати, все эти ютуберы также обсуждают новости. Но подождите, они же проводят ТА. Им не следует обсуждать новости. Есть новости для масс и новости для элит. Мы получаем новости для масс. Мы никогда не получаем новости для элит. Так что лучшая опция для вас — это ТА. Освоение ТА. Заголовки приносят просмотры. И они обсуждают новости, тем самым противоречат собственному ТА. Они становятся предвзятыми. Покажите мне графики, и я расскажу вам новости. Номер 3. Это важно. Покупка на падении. Сколько из вас покупали монету, она падала, и вы покупали на падении? Вы покупаете на падении, она падает, и вы покупаете снова. А потом вы снова покупаете, когда она падает еще, и вы покупаете на падении до бесконечности. Поднимите руки. Все это делали. Да ладно, не бойтесь. 1, 2, 3. Да, все это делали. Даже владельцы проектов в задних рядах. Мы все это делали, я это делал. Но слушайте, если вы торгуете криптовалютами или вкладываете в них, то вы должны рассматривать это как бизнес, так? Представьте, что у вас магазин одежды. И представьте, что он продает платья. Продаются желтые платья, зеленые платья и, не знаю, синие платья. Красные платья продаются, а желтые не очень. Но приходит продавец и говорит: у нас скидка 50% на желтое платье. Отлично, вы покупаете эти желтые платья. Проходит месяц. Он снова приходит и говорит: у нас еще скидка на 20% на платье, на желтое платье. Вы покупаете еще. Но что вы будете делать, когда он снова придет? У нас скидка 10% на желтое платье. У вас будет целый шкаф желтых платьев, которые никто не хочет. Нет. Так же и с монетами, и их покупкой на падении. Вы покупаете желтые платья, никто не хочет желтые платья, и вы блокируете ликвидность, у вас нет денег, вы несете издержки, упущенные выгоды, потому что теперь вы не купите красные платья, которые люди на самом деле хотят. Слушайте, если монета растет и хорошо себя чувствует, то есть шанс, что она продолжит расти. Так что да, покупайте на падении, хорошо. Но постоянное усреднение ваших затрат — это, как правило, как будто послано нам с небес. Но оно неприменимо. Да, рискуйте, но убедитесь, что у вас достаточно денег на красное платье. Так? Вот 3 мифа, которые я постарался быстро разрушить для вас. А сейчас я хочу... Послушайте. Я занимаюсь криптовалютами с 2017-го. Не только как трейдер, не только как инвестор, но и как руководитель высшего звена. Я писал книги, выступал на публичных мероприятиях. А сейчас я занимаюсь только Ютубом. У меня канал на Ютубе с 53 тысячами подписчиков. И да, все лидеры общественного мнения обманывают. Есть фальшивые каналы. Большинство просмотров, которые вы видите на Ютубе, фейковые. И большинство каналов фейковые, так и есть. И, кстати, есть способы узнать, что есть что, и как избежать обмана. Но мой вопрос такой. Я занимаюсь криптовалютами с 2017-го. Я хочу бросить вызов. Я хочу спросить вас, какие у вас есть вопросы, связанные с этими мифами, с техническим анализом, может, даже с мошенниками. Позвольте спросить вас, какие у вас есть вопросы, на что я могу сегодня ответить и принести вам пользу. Так, есть у кого-нибудь вопросы? Пожалуйста, поднимите руки. Спасибо, сэр. Подождите секунду. Вы только что говорили про проверку данных. Все, о чем вы говорите, может быть проверено. Угу. И аналитики почти никогда не проверяют данные. Так. Каков ваш опыт? Вы говорите про данные. Если вы имеете в виду цену, если вы говорите про нарративы и все такое, то... Слушайте, очень легко увидеть. Очень легко.
Естественно, этому надо учиться, но люди почти не говорят про данные, если речь идет про ТА. И я скажу почему. Если посмотреть на сегодняшних ютуберов, то некоторые из них очень хороши. Но если посмотреть на тех, кто говорит про ТА, то большинство из них очень молоды. 21 год, 20 лет, 19 лет в ТикТоке. Обучение техническому анализу занимает от 2 до 3 лет. Я знаю, звучит как большой срок, но это не так. Учеба на адвоката занимает 8 лет, на врача 6 лет. А научиться техническому анализу можно за 3. И потенциально заработать больше денег, чем врач и адвокат. Проблема в том, что если вам 19 лет, то когда вы начали учиться ТА? 15 лет, и вдруг вы на ютубе. С каким опытом? Многие люди читают руководство по управлению машиной. Но на то, чтобы научиться водить машину и знать, когда можно нарушать правила, уходит время. Так? Дело не в том, что они не смотрят данные. Они не знают, как смотреть на данные. Они не знают основ технического анализа. Они прочитали книгу, начали на бычьем рынке. По сути, все гении на бычьем рынке. А когда начинается медвежий рынок, то все начинают терять деньги. И поэтому многие неправильно все понимают. Если вы еще не подписаны или не поставили лайк, то самое время это сделать. Кстати, вы можете посмотреть вот это видео, в котором Пол рассказывает про новые тренды в крипте. И уже через неделю на нашем канале выйдет продолжение видео про разрушение мифов в мире криптовалют. Пока!